Упражнение 1. Упражнение 2. Выпрямите вперед руки, листали или на кулачки. Найдите положение, в котором вам будет удобно это делать. И мы начинаем поднимать корпус тела вверх, вместе с ногами и пятками, бросая его на пол. Со вдохом поднимаем, потом опускаемся вниз. И делаем вдох, на вдохе дыхание. И с выдохом расслабились. И короткий отдых. Спина ровная, позвоночник тянем вверх. Глубокий вдох, спокойный выдох. Точка концентрации между бровей. И сделали вдох. И полный выдох. И сейчас у нас будет упражнение для концентрации и раскрытия таза. Для этого упражнения мы максимально широко раскрываем бедра, стопы и опускаемся полностью на пятки. Если по какой-то причине вы не можете сесть в такую позицию, положите себе под пяточки подушку, чтобы вам было легче, не было такой нагрузки на спину. Задача в этом упражнении максимально раскрыть бедра. Руки соединяем в такую мудру, ладошки вместе, пальцы скрещиваются, вытянуты только указательные пальцы. И мы сейчас вытягиваем руки вперед, смотрим в бесконечность и делаем дыхание огня. Есть много видео на эту тему. Дыхание огня – это акцент на выдох, когда бок бьет по диафрагме, диафрагма поднимается вверх.
выдохом, а вдох тело делает само, если вы его расслабляете. И можно начинать. И делаем вдох с вдохом, задерживаем дыхание и подтягиваем сильно, чтобы он пропитало и пупок. И с выдохом расслабляем мышцы и расслабляемся. Садимся в простую позу и восстанавливаем дыхание. Глубокое, спокойное дыхание. И делаем вдох. И полный выдох. И сейчас мы встаем. Попробуем встать таким образом, чтобы вы не действовали руки. Встаем только на ногах. И мы будем делать сейчас бежать на месте. Если вам по какой-то причине бежать сложно, вы можете быстро идти. Руки собираем в кулачки. И мы сейчас будем делать такое упражнение. Левая нога поднимается максимально вверх, правая рука вытягивается максимально вперед. И затем мы меняем. То есть ноги поднимаем колени как можно выше. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вы можете бежать или быстро идти. Синхронизируйте дыхание вашими движениями. Поднимайте колени как можно выше. И достаточно ставим руки на пояс и делаем вдох через нос и выдох через рот. Хорошо, это было 4-е упражнение. И сейчас садимся в простую позу или на колени. Можно расслабиться и восстановить дыхание. Старайтесь сохранять позвоночник ровным на протяжении всего упражнения.
мысленно концентрируйтесь на точке между бровей. Все время перенаправляя фокус своего внимания в середину головы. И делаем вдох. И полный выдох. Следующее упражнение для балансировки нашей второй чакры, эмоциональной составляющей. Упражнение для некоторых может показаться нелегким, поэтому есть несколько вариантов его исполнения. Первый вариант, в котором его нужно выполнять, мы садимся, обхватываем большие пальцы на ногах и поднимаем ноги вверх, выпрямляем спину, подбородок подтягиваем к ягодной ямке и в такой позиции мы делаем дыхание огня. Если по какой-то причине вы не можете выпрямить ноги или не достаете до пальцев, вы можете взяться за лодыжки. Но если совсем не получается, вы можете скрыть ноги. Если вы ощущаете, что вы падаете, вы можете облокотиться на стеночку и все-таки пробовать выполнить упражнение. Очень важно, чтобы спина стремилась быть ровной в этом упражнении, а подбородок подтягивали к шее, чтобы выпрямить спину. И в этой позиции мы делаем глубокое, спокойное дыхание, стараясь балансировать. Дышим от низа живота, концентрируем взгляд в области между бровей. И сейчас делаем вдох, на вдохе подтягиваем корневой замок, и пупок тянется к позвоночнику. И выдох. Плавно опускаем ноги. Раскрываем и восстанавливаем дыхание. Это было пятое упражнение номер 5. И чем спокойнее ваш внутренний мир, тем балансирование у вас получится делать. И упражнение номер 6. Для открытия нашего сердечного центра, нашего центра процветания, центра любви, надежды, веры и всего того, что так любит человек. Для этого упражнения мы садимся сейчас на левую пятку,
Можете положить себе подушечку, если вам неудобно, потому что мы будем сидеть в этой позиции какое-то время. Правая нога, правая стопа ложится на левое бедро, и колено мы опускаем вниз. И все наше внимание мы должны сфокусировать вот здесь, на 4-м центре. И мы будем произносить мантру Онг Соханг. Онг Соханг. При этом старайтесь произносить звук онг таким образом, чтобы звук прям вибрировал в вашей черепной коробке, в вашей голове. И вы прям почувствуете, как вот вы делаете вдох, онг Соханг. Как все ваше внимание на мантре Соханг на продолжение опускается в грудной отдел. Руки мы складываем, ложим правую ладошку в левую, большие пальцы соприкасаются и опускаем руки на уровень пупка. Если у вас не получается держать баланс, ну, вы можете тогда помогать себе руками. Но главное, чтобы вы концентрировались в области сердца. Глаза закрыты. И сейчас делаем вдох и выдох. Упражнение это можно делать неограниченное количество времени. Вы сделали.
сейчас в простую позу, сохраняя концентрацию на области сердца. Немножко побудь в этом состоянии. Можете заметить, как вы изменились за время выполнения этой книги, хотя мы ее еще не закончили. Следующее упражнение номер 7. Мы в простую позу вытягиваем руки в стороны, и мы представляем, как из левой ладони поднимается вверх и погружается в вашу правую ладонь. При этом мы не просто сидим и держим руки, мы их вытягиваем в стороны, подбородком слегка толкаем шею назад, делаем дыхание огня. Постоянно очерчиваем дугу из левой ладошки в правую над головой и через правую руку, через тело, через ваше левое тело возвращаемся опять к левой ладони своим вниманием. Делаем вдох, потянули руки максимально в стороны, подтянули лопанку, подняли к позвоночнику и концентрируем взгляд в области между бровей. Подпустите ладони вниз и опускаем руки. И расслабляем их и восстанавливаем дыхание. Следующее упражнение можно выполнять двумя вариантами. Посмотрите, насколько для вас оно будет удобно, в какой позиции. В идеале оно выполняется в простой позе. Мы складываем Венеры за шеей и делаем вдох, при этом максимально раскрываем локти, чтобы раскрыть вдох. И с выдохом мы с ровной спиной опускаемся, как вы можете. Желательно дотронуться лбом до пола. И опять вдох. Если для вас это сложно, на колени, в позу скалы, подтягивайте пупок, чтобы убрать поясничный прогиб. Раскрыли максимально локти, вдох, и с выдохом опускаемся вниз. И опять вдох, и опускаемся на выдохе вниз.
На вдохе произносим про себя мысленно мантру «Сат». С выдоха мантра «Нам». Переводится как истинное имя. И мы будем делать какое-то время. Следите за тем, чтобы ваш вдох контролировал вашу поясницу, то есть вы удерживаете постоянное присутствие, постоянное напряжение. Будьте аккуратны по отношению к своему телу. И начинаем вдох. Мантра «Сат». Выдохом опускаемся. Стараемся удержать локти открытыми. И со вдохом поднялись, потянули локти назад и потянули замки. И с вдохом опускаем руки. И все внимание восстанавливаем дыхание. Сохраняйте, пожалуйста, ровную спину даже во время отдыха. Плечи расслаблены, лопатки тянутся вниз, а макушку и шею мы вытягиваем к небу. Делаем вдох и выдох. Попейте водички, обязательно пить во время йоги воды и воду. Хотя мы делаем очень сокращенный вариант, и мы делаем всего лишь по 1 минуте упражнения. Тем не менее, нужно упражнение для укрепления области лопаток. Мы вытягиваем руки перед собой и со вдохом поднимаем левую руку и правую руку на 60 градусов. Мы опускаем и поднимаем противоположную руку. Следите за тем, чтобы не было прогиба в пояснице. И когда вы будете двигаться в такой позиции, вы будете ощущать, как у вас укрепляется область лопаток. Очень важно, чтобы сердце было сильным, чтобы мы могли любить стойко, чтобы у нас был здоровый отдел. Вот мышцы, которые мы сейчас укрепляем, они помогают удерживать правильную позицию снова отдела. Это упражнение делается очень быстро, то есть дыхание почти как дыхание огня. Микродвижение, то есть мы руки поднимаем не вверх самый, а на 60 градусов.
Сохраняем концентрацию в области между бровей. Делаем вдох, потянули руки под 60 градусов и потянули замки. И когда отпускаем замки, выдох через руки в бесконечность. И еще раз. Замки. Отпустили замки, выдох. И расслабили руки. Все внимание внутрь тела. Осознайте изменения внутри него. И расслабьтесь. При этом сохраняйте спину, пожалуйста, ровной. И делаем вдох. И полный выдох. И вы можете сейчас положить себе подушечки, чтобы вам было удобно сидеть, потому что следующее упражнение у нас в нескольких стадий, где мы будем сидеть в медитации, и желательно менять позицию, то есть не опускать руки между упражнениями, их будет 3. И мы будем направлять внимание в нашу коронную чакру. Наша коронная чакра — это связь с божественным. Я покажу все 3 упражнения, продолжу, я просто буду напоминать, что мы делаем. Первое упражнение. Мы складываем руки в замок Венеры, скрещиваем и поднимаем над головой сантиметров на 20. И ваш внутренний взгляд должен быть направлен вот в область макушки. Вот. Как бы смотрим максимально в макушку и глубоко, и делаем дыхание огня. Это позиция номер 1. Дальше, когда я скажу, мы изменим руки, мы вытянем вперед указательные пальцы и будем спокойным дыханием концентрироваться на макушке и на пальцах, которые указывают вверх. И потом, когда я скажу, мы опять перейдем к дыханию огня, только руки сложим вот в такой вот домик крыши, шалаш. И будем делать дыхание огня. В принципе, ничего сложного. Возможно, у вас устанут руки, но если вы сосредоточитесь на внутреннем действии, которое я включила, то есть наблюдать, смотреть в область макушки, спокойно дышать или делать дыхание огня, в зависимости от позиции, это упражнение пройдет для вас очень легко. Можно начинать. Первая позиция мы делаем в замке Венеры, сантиметров 20 над головой. Старайтесь раскрыть локти таким образом, чтобы могли раскрыть тело, слегка потянуть почечный центр, чтобы брать прогиб в позвоночнике. И начинаем делать дыхание огня.
Смотрим в область макушки. И сейчас складываем руки в следующую позицию, вытягиваем указательные пальцы и глубокое спокойное дыхание. Продолжаем смотреть в чакру и расслабляться на каждом выдохе. Пусть останется только ваше внимание. Тело всего лишь форма, которая фокусирует ваше внимание вместе со вдохом и выдохом. И сейчас делаем вдох и переводим руки в позу домика, шалашика над головой и начинаем делать дыхание огня.
И сейчас делаем вдох, подтягиваем замки и тянемся всем вниманием вверх по макушке. Отпускаем замки, плавный выдох. И вытягиваем руки вверх. И мягко разводим через стороны, вкладывая все свое внимание в электромагнитное поле вокруг вашего тела, очерчивая ауру своими руками. Вы можете себя похвалить, вы молодцы. И у вас получилось сделать 3 подряд упражнения. И если ваш шум даже не сильно страдал, затем рук. Пускаем вниз, правая ладонь слева, большие пальцы соприкасаются, спина ровная. И сконцентрируйте, пожалуйста, свой взгляд в области между бровей. Глубокое, спокойное дыхание. Делаем вдох. Выдох. И мы сейчас делаем медитацию мантрой. Мантра у нас будет очень простая. Хари, 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 хари. На каждый звук слегка подтягиваем пупок. Хари, 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 хари. И очень важно, поскольку мантры — это технологии работы со звуковыми волнами. Каждая звуковая волна влияет на наши железы внутренней секреции, в частности, на гипофиз. И волна — это не просто звук, это некий удар по нашим тканям внутри нашей головы. Поэтому очень важно, чтобы ваше внимание, когда вы произносите мантру, сконцентрировалось на том, как произносится буква «Р», и вы ударяли языком по небу вверху. Хари, 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 хар. То есть прям вот сосредоточьте свой внутренний взор на то, чтобы язык быстро двигался и слегка касался неба. И еще раз, с произношением мантры слегка втягиваем живот. Мантра произносится очень быстро, концентрация между бровей, и мы будем вот таким вот образом держать ладони. Ладошки смотрят вперед. И представляете, как из области вашего сердца создается, творится зеленый свет. Мантра Хари, 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 Хари. Слегка подтягиваем пупок.
Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari Hari Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har. Hari 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 Har.
Хари, 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 хари. Хари, 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 хари. Хари, 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 хари. Хари, 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 хари. Хари, 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 хари. Хари, 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 хари. Хари, 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 хари. Делаем вдох. И расслабили руки. И все внимание сейчас в области сердца. Ощутите поток, который льется из него, поток вашей любви, вашего сострадания. И все внимание на внутреннем проживании. Сейчас сделаем вдох и полный выдох. И сейчас, сохраняя это состояние, вы ложитесь в шавасану, в отдых, который обязателен после упражнения. И когда вы мягко выйдете из шавасаны, обязательно закройте пространство с мантрой Сат Нам. Я желаю вам хорошего дня. С вами была Юлия Сахирко. До встречи.